Идеал красоты вне всяких сомнений. Влюбиться можно в кого угодно вне зависимости от возраста. Каждый человек на Земле не только достоин любви, но и способен ее спровоцировать. Но юной красавице не нужно делать пластические операции, колоть ботокс или наносить тонну макияжа для того, чтобы быть привлекательной. Нежность к ней, как аксиома. Минус, говорит 70-летний француз Ролан. Он познакомился со своей возлюбленной, которая младше его на полвека, на просторах популярной социальной сети, и теперь Мари Ролан неразлучны. Но надолго ли? 43-летний фотограф Эдуард после расставания с женой, которая, к слову, была младше его на 5 лет, теперь твердо убежден, отношения с ровесницами закончены. Развод подарил ему вторую молодость. Представители сильной половины человечества не дураки, как можно было бы предположить, исходя из их высказываний. Мужчины не хуже нас понимают, жизнь проходит стремительно, молодость утекает, как песок сквозь пальцы, и не находят ничего лучше, чем попытаться начать все сначала, пока это еще представляется возможным. Трудно сказать, будет ли это в большинстве случаев реальной любовью или только ее подобием, обманкой, фальсификацией, хотя исключения бывают. В этом сомневаться не приходится, но факт остается фактом. Мужчина тоже боится старости, и пока мы справляемся с первыми морщинками при помощи уникальных косметических средств, они собираются жить вечно за счет юных партнерш. Отсюда же вытекает и следующее мужское утверждение: женщина за 30 не способна на авантюру, тогда как юная нимфетка готова сию же минуту пуститься во все тяжкие. Вполне резонно, что мать 3 детей не торопится прыгать с парашютом, у нее есть кое-что, что ей жаль оставлять на бренной земле. Женщины в возрасте, они не умеют так любить, как молодые, минус делятся своими соображениями еще один искатель утраченной молодости. На самом деле, влюбчивость, если уж на то пошло, не имеет ничего общего с настоящей любовью, и снова, возвращаясь к парашюту, в омут с головой бросаться гораздо легче, когда дома тебя никто не ждет. Властвовать, доминировать, если женщина самодостаточна, образована, многого добилась без посторонней помощи, управлять ею практически не представляется возможным, а вот с юной, и еще не слишком понимающей в жизни, дело обстоят совершенно иначе. Женщина после 30 умеет абсолютно все. Ее не нужно ничему учить. Минус убежден 40-летний Александр. Она знает, как вести себя в постели, знает, как устроена жизнь, и, самое главное, знает, как получить то, что ей нужно, сразу же, не сходя с места. Я ничего не могу ей дать, у нее уже все есть. К тому же в отношениях с девушкой, которая младше меня лет на 20, я снова чувствую себя настоящим мачо. Приятно ловить восхищенные взгляды, обращенные на твою возлюбленную, и знать,
что она только твоя. Отсутствие социального статуса, успешной карьеры и высокой заработной платы у женщины – все это дает мужчине ощущение собственного превосходства, доминирования. Иными словами, прекрасный способ потешить собственное эго. Правда, есть одна проблема: за женщину, у которой нет денег, надо платить везде и всегда, а лучше и вовсе взять на содержание. Вряд ли состоявшийся мужчина согласится даже в случае внезапно нахлынувшей большой любви перебраться в общежитие к студентке. Попытка найти женщину, похожую на собственную мать. Один мужчина, который выбрал себе в спутнице жизни девушку значительно младше себя, утверждал: «Моя мать всегда выглядела на 30, была для меня идеалом. Я искал ту, которая была бы хоть сколько-нибудь на нее похожа». Понятие нормальности брака действительно закладывается родителями. И работает эта формула, кстати, не только с мужчинами, но и с нами. Не зря же, в конце концов, дочери в большинстве случаев, с теми или иными изменениями, повторяют судьбу матери. Если у матери и отца была внушительная разница в возрасте, то и ребенок будет искать себе супругу по образу и подобию. К тому же давно известен тот факт, что мужчина своего внутреннего ребенка оберегает гораздо тщательнее женщины, а значит, и взрослеет позднее. Вот и еще одна причина, по которой сильная половина человечества неосознанно стремится к младшему поколению. Как бы смешно это ни звучало, но мужчина никогда не может расстаться со своим детством. Необходимость взросления для него – настоящая трагедия. Впрочем, когда это красивые игрушки помогали нам удержать уходящее детство. Источник фото: Get Images.